Всем доброго времени суток! Рада приветствовать вас на второй части мастер-класса по вязанию жилета. Здесь мы будем довязывать спинку и обвязывать горловину и проймы. На спинке по проймам мы будем делать такое же количество убавлений, как и на полочках. И в первом же ряду мы будем убавлять 4 петли. Вяжем так, как мы бы вязали дальше по кругу. И поэтому начинаем мы, присоединяем нить вот от правой полочки, вот здесь. Итак, прикладываем нить и приступаем к работе. Провязываем первую петлю, подхватываем рабочую нить, протягиваем ее и вторую петлю. И протягиваем теперь ее через уже провязанную. Вот у нас получилось первое убавление. Делаем еще 3. Вторую петлю убавили. Третью и четвертую. Теперь довязываем этот ряд до конца по рисунку и будем делать убавление уже по изнаночной стороне. Я довязываю наш первый лицевой ряд. И перехожу на изнаночную сторону. Здесь мы будем делать 4 убавления по изнаночной стороне. Итак, провязываем петлю как изнаночную, протягиваем ее через снятую. Первое убавление, второе, третье и четвертое. Дальше вяжем ряд по рисунку. В третьем ряду нам нужно сделать 3 убавления. Одно, второе и третье. Это у меня третий ряд раппорта, поэтому по рисунку нужно сделать перекрещение петель, не забываем. Еще раз напомню, как оно делается. Снимаем 3 петли на вспомогательную спицу и оставляем их перед работой. Теперь провязываем 3 оставшиеся. Возвращаем эти 3 петли со вспомогательной спицы на рабочую спицу и провязываем их. 1, 2, 3. Дальше у нас по рисунку 2 изнаночные. Вяжем ряд до конца. Итак, теперь делаем 3 убавления по изнаночной стороне. Первое убавление, второе и третье. И дальше вяжем, как обычно, по рисунку.
В пятом ряду нам нужно сделать 2 убавления. Напомню, что отсчет рядов я начала от пройм. В шестом ряду делаем 2 убавления. Дальше вяжем ряд до конца. В седьмом, девятом и 11 рядах мы будем делать по одному убавлению с каждой стороны. То есть теперь убавление мы делаем только в лицевых рядах. Итак, это наш седьмой ряд, и вначале мы делаем убавление с наклоном вправо. Для этого переворачиваем петли правыми стенками к нам и провязываем 2 петли как одну. В конце ряда мы будем делать убавление с наклоном влево. Итак, мы в конце седьмого ряда, нам нужно закрыть одну петлю. Вот у нас 3 петли теперь на спицах. И нам нужен наклон влево, поэтому нам нужно их провязать за 2 задние стенки, 2 петли за задние стенки. Восьмой ряд мы провязываем без изменений по рисунку. В девятом ряду закрываем одну петлю, то есть делаем одно убавление в начале с наклоном вправо. И в конце ряда у нас наклон влево. Десятый ряд мы вяжем по рисунку без изменений. В 11 ряду мы делаем последнее убавление по проймам. Итак, одно убавление с наклоном вправо в начале ряда. В этом ряду у нас по рисунку перекрещение петель. Не забываем, провязываем 2 изнаночные. И теперь переносим петли на дополнительную спицу. 3 провязываем лицевыми, возвращаем лицевые опять на рабочую спицу и провязываем их тоже лицевыми. И в конце ряда убавление с наклоном влево. Провязываем 2 петли вместе за заднюю стенку. Изнаночный ряд провязываем по рисунку без изменений. Это наш 12 ряд. Итак, проймы готовы. Теперь нам нужно провязать прямым полотном до горловины. Как я рассчитала вырез горловины? Сейчас у меня на спицах 80 петель. Мне нужно сократить такое количество петель, чтобы у меня на спицах в конце, в последнем ряду осталось по 21 петли. То есть точно так же, как и впереди. Чтобы узнать, сколько петель мне нужно сократить, отнимаю от общего количества петель 80. Отнимаю вот эти вот 42 петли, 21 плюс 21, то количество, которое у меня должно остаться на спицах. В результате получаю 38 петель, которые мне нужно сократить.
как я их распределила. По центру я закрываю 10 петель, потом вяжу каждую сторону отдельно и убавляю постепенно 14 петель. 4, 3, 3 раза по 2 и 1. И в результате у меня на спицах останется 21 петля. Всего на закрытие мне понадобится 14 рядов, поэтому я провязываю 26 рядов прямым полотном по рисунку. Это будет у меня 38 ряд по счету от пройм. И в 39 ряду закрою посередине уже 10 петель. Итак, провязываем самостоятельно 26 рядов прямым полотном по рисунку или то количество рядов, которое вы рассчитали для себя. И мы встречаемся на закрытии горловины. Я провязала 38 рядов, выделила маркерами те петли, которые мне нужно закрывать. Вот это все, что мне нужно закрыть, а вот это центральные 10 петель, которые я буду сейчас закрывать в 39 ряду. Их закрытия мы будем вязать левую сторону спинки. Итак, у меня по 35 петель справа и слева и 10 посередине. Итак, 39 ряд. Провязываем 35 петель до маркера и будем закрывать 10 посередине. Вот мы добрались до нашего маркера. И закрываем. Это у нас изнаночная петля, провязываем ее как изнаночную, вторую тоже и протягиваем провязанную через первую. Второе закрытие. Третье. Четвертое. Пятое. Шестое. Седьмое. Восьмое. Девятое. И десятое. Для этого мы снимаем маркер и делаем последнее закрытие. Вот мы закрыли 10 петель. Теперь вяжем левую половинку спинки. Провязываем ряд по рисунку до конца. Изнаночный ряд провязываем также по рисунку без изменений. В следующем ряду, у меня это 41, делаем 4 убавления. Первую петлю убавили, вторую, третью и четвертую. Дальше вяжем ряд по рисунку. 42 изнаночный ряд вяжем точно так же по рисунку. В 43 ряду делаем 3 убавления.
Первое, второе и третье. Это у меня третий ряд рисунка, третий ряд раппорта, поэтому делаем перекрещение петель. И дальше вяжем ряд по рисунку. И следующий 44 изнаночный тоже вяжем по рисунку. В 45 ряду нам нужно сделать 2 убавления. Первое и второе. Дальше вяжем ряд по рисунку, изнаночный 46 ряд вяжем тоже по рисунку. В 47 ряду делаем еще 2 убавления. Вяжем дальше по рисунку, изнаночный 48 ряд тоже вяжем по рисунку без изменений. 49 ряд убавляем третий раз 2 петли. Дальше вяжем по рисунку, изнаночный ряд тоже по рисунку. Это будет 50 изнаночный. И последнее убавление в 51 ряду. Нам здесь нужно убавить 1 петлю. У меня это по рисунку третий ряд раппорта, поэтому не забываем сделать перекрещивание петель. Так, теперь нам осталось провязать последний изнаночный ряд, это 52, и переснять петли на дополнительные спицы или на булавку. Я пересняла все петли на спицу дополнительную, у меня на спицах 21 петля, и оставила достаточно длинный кончик для того, чтобы потом выполнить плечевой шов. Приступаем к вывязыванию правой половинки спинки. Для этого присоединяем нить к горловине, но с изнаночной стороны. Будем начинать вязание с изнанки. Итак, прикладываем нашу рабочую нить. Вывязываем первую петлю. И в этом 40-м ряду мы будем сразу делать 4 убавления. Первое убавление. Второе. Третье. И четвертое. То есть здесь по правой стороне мы будем делать убавления в изнаночных рядах. Дальше провязываем ряд по рисунку. И лицевой 41 ряд вяжем по рисунку. В 42 ряду нам нужно убавить 3 петли. Опять-таки на изнаночной стороне. Первое убавление. Второе. И третье.
Дальше вяжем ряд по рисунку. А в 43 ряду не забываем сделать перекрещивание петель. Это у нас третий ряд раппорта. В 44 ряду делаем 2 убавления. Первое. И второе. Вяжем дальше ряд по рисунку. И 45 ряд лицевой вяжем тоже по рисунку без изменений. 46 ряд. Здесь мы делаем 2 убавления. Потом вяжем его по рисунку. И 47 лицевой тоже вяжем по рисунку. В 48 ряду делаем еще 2 убавления. Вяжем его по рисунку до конца. 49 лицевой ряд тоже по рисунку. В 50 ряду мы делаем последнее убавление. Убавляем 1 петлю. Провязываем 51 лицевой ряд и 52 изнаночные ряды без изменений и переснимаем петли на вспомогательные спицы. Не забываем в конце оставить длинный кончик нити. Итак, наша спинка готова. Приступаем к выполнению плечевых швов. Будем сшивать крючком на открытых петлях. Итак, складываем 2 детали вместе, лицом к лицу и сшиваем на изнаночной стороне. Забыла сказать, что я петли перенесла на спицы. Берем крючок, у меня номер 3, и снимаем 1 петлю с одной спицы, другую с другой. И протягиваем крючком рабочую нить через эти 2 петли. Опять еще раз снимаем 1 петлю с одной спицы, вторую с другой. И протягиваем рабочую нить уже через все 3 петли. И опять снимаем 1 петлю с одной спицы, другую с другой и протягиваем рабочую нить через все 3 петли. Стараемся не слишком затягивать, чтобы шов был не стянутый. Давайте еще раз. Поближе. 1 петлю сняли, вторую сняли и рабочую нить протягиваем через все 3 петли. Итак, мы подходим к концу. У меня на каждой спице осталось по 2 петли. Снимаем 2. Протягиваем рабочую нить через них. И теперь снимаем последние 2. Одна, другая. И протягиваем рабочую нить через эти все 3 петли. Все, наш шов готов. Вот так он выглядит с изнанки и вот так вот на лицевой стороне. Плечевые швы готовы. Теперь будем обвязывать горловину и проймы.
Сначала будем поднимать петли на горловине. Я буду набирать петли от плеча. Поднимать петли мы будем следующим образом. Вот из кромочных петель, вот она косичка кромочная, вот из кромочных петель и из протяжки, которая находится между двумя кромочными, вот она. Итак, начинаем. Вначале я буду использовать крючок с открытым концом, чтобы можно было потом перенести петли на спицы. Итак, вводим крючок где-то по линии шва и вытягиваем нашу первую петлю. Так, теперь входим в следующую кромочную за обе стенки. Я поднимаю петли за обе стенки. Вот здесь еще тоже мы войдем в кромочную, а вот в следующую уже в протяжку. Вот она протяжка между двумя кромочными. Вводим крючок и вытягиваем еще одну петлю. Дальше опять входим в кромочную за обе стенки. И теперь в протяжку. Вот здесь ее хорошо видно. Я переношу петли на спицы. И попробую дальше набирать петли спицами. Итак, вот она наша протяжка. Вытягиваем петлю из нее. Следующая кромочная. Опять протяжка. Кромочная. И так далее до центра. Там нам нужно будет вытащить дополнительную петлю. Итак, мы почти дошли до центра. Здесь нам нужно обязательно вытянуть одну дополнительную петлю, центральную, посредине лицевой вот этой дорожки, между тремя и тремя петлями, посредине вот этих 6 петель. Это будет наша центральная косичка. Итак, поднимаю закромочную одну петлю. Вот еще здесь тоже одну протяну. И теперь по центру. Вот вхожу сюда, для того, чтобы не было дырки. Следующая. И опять в кромочную. Вот теперь у нас посередине одна дополнительная петля появилась.
Давайте обозначим ее маркером, так как она у нас должна всегда оставаться лицевой, и здесь на этом месте мы будем провязывать 3 петли вместе. Поднимаем дальше петли по кругу. На спинке при вытягивании петель ориентируемся на дорожки. Вот они идут, и вот из каждой этой дорожки мы вытягиваем по одной петле. Вот одна петля, следующая, и следующая дорожка и так далее. Так как мы будем обвязывать резинкой 1 на 1, то количество набранных петель должно быть кратно 2. Итак, мы подняли петли. Как я уже сказала, вот эта вот центральная петля, которую мы дополнительно вытянули, она у нас должна оставаться всегда лицевой. Поэтому от нее нам нужно отсчитать теперь петли, значит, к началу ряда изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, для того, чтобы знать, с какой петли, с изнаночной лицевой нам начинать ряд. Я высчитала, что мне нужно начать ряд с изнаночной петли, чтобы потом выйти в центре на лицевую. Итак, вяжем первый ряд резинки 1 на 1, чередуя лицевые и изнаночные петли. Во втором ряду мы уже будем лицевые переснимать, а изнаночные провязывать. Так, вот мы довязываем до середины. Лицевая, изнаночная и центральная обязательно лицевая. И дальше вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Итак, второй ряд резинки. Изнаночные мы провязываем, лицевую переснимаем. Изнаночную провязываем, лицевую переснимаем. И так до центра. Там мы с вами встретимся и будем провязывать 3 петли вместе. Последнюю лицевую петлю от центральной мы не переснимаем, а провязываем. То есть вот эту вот последнюю лицевую петлю перед теми 3, которые мы будем провязывать вместе, ее мы провязываем, а не переснимаем. Итак, мы подошли к центру. По идее, я вот эту лицевую следующую, я должна бы ее переснять. Но так как мы здесь 3 вместе провязывать будем, мы ее провязываем как обычно. Лицевую мы здесь провязываем. Так, и вот наши 3 центральные петли, я убрала маркер, чтобы он нам не мешал, которые нам нужно провязать вместе. Как мы это делаем? Сначала нам нужно перевернуть лицевую петлю правой стенкой назад. Изнаночные петли уже лежат так, как нам надо. Теперь нам нужно поменять местами правую и среднюю петлю, для того, чтобы косичка получилась ровно посередине. Поэтому мы эту петлю снимаем, среднюю, первую возвращаем на спицу, вот таким образом мы их поменяли местами. И теперь провязываем все 3 петли за заднюю стенку. То есть входим спицей сзади и вытягиваем рабочую нить. И вот наша первая косичка готова. Дальше вот эту лицевую, которую мы должны были бы переснять, мы ее провязываем. Провязываем
следующая изнаночная и дальше уже переснимаем лицевые. Снимаем, изнаночную провязываем, лицевую переснимаем, изнаночную провязываем. Так, третий ряд резинки мы вяжем, как обычно, чередуя лицевые и изнаночные петли. Так, мы подобрались к центру, давайте провяжем эти 3 петли вместе. Итак, сначала нам нужно их перевернуть правыми стенками назад. Вот эту переворачиваем, тоже переворачиваем. И третья. Вот они все 3 лежат у нас правыми стенками сзади. Теперь меняем местами и переставляем среднюю петлю вперед. И теперь все 3 петли провязываем за задние стенки, за правые стенки. Вот таким образом. И вяжем дальше резинку. Давайте еще в этом ряду провяжем с вами вместе 3 петли центральные вместе. Итак, последнюю перед 3 мы не переснимаем, а провязываем последнюю лицевую перед 3 центральными, которые нам нужно провязать вместе. Так, ее мы провязываем. И теперь нам нужно провязать вот эти вот 3 вместе. Центральная, ее уже хорошо видно. 2 изнаночные по бокам. Итак, сначала смотрим, все ли петли у нас лежат правильно. Все стенки правые должны лежать сзади. Изнаночная уже стенка сзади, правая. Центральную мы перевернули. Теперь меняем их местами. Центральная петля у нас уходит вперед. Так, и теперь провязываем все эти 3 петли за задние стенки. Вот таким образом. Следующую лицевую мы не переснимаем, а провязываем. И дальше вяжем уже как обычно. Изнаночную провязываем, лицевую переснимаем. Изнаночную провязываем, лицевую переснимаем. И вот таким образом вяжем дальше на ту высоту резинки, которая нам нужна. Я провязала 8 рядов резинки. В сантиметрах это у меня получилось примерно 2,5-3 сантиметра. Вот по этой большой части 5. Резинку я буду закрывать эластичным способом. Как мы это делаем? Значит, у нас изнаночная петля первая. Делаем накид от себя, провязываем изнаночную петлю и накид перебрасываем на изнаночную. И предыдущую петлю также набрасываем. Перед лицевой делаем накид к себе, провязываем лицевую петлю, накид набрасываем на лицевую и предыдущую петлю также набрасываем.
Следующая у нас идет изнаночная петля. Делаем накид от себя, провязываем изнаночную петлю, перебрасываем накид через изнаночную и следующую тоже. Так, теперь лицевая. Делаем накид к себе, провязываем лицевую, накид набрасываем на лицевую и предыдущую петлю также набрасываем. Так, дальше у нас опять идет изнаночная. Мы делаем накид от себя, провязываем эту изнаночную петлю, накид перебрасываем на изнаночную и предыдущую петлю также перебрасываем. Лицевая, накид к себе, провязываем, перебрасываем накид и предыдущую петлю. Вот таким образом закрываем все петли горловины. Итак, мы подходим к концу закрытия петель. У нас изнаночная, накид от себя, провязываем изнаночную, протягиваем накид через эту петлю и следующую тоже. Лицевая, накид к себе, лицевую провязываем, протягиваем накид, предыдущую петлю, еще раз изнаночную, лицевую, и последняя у нас изнаночная осталась. Мы делаем накид от себя, провязываем ее, перебрасываем накид и перебрасываем последнюю петлю. Теперь нам нужно сделать красивое соединение. Для этого нам нужно вот эту вот первую петлю начальную, начало ряда, присоединить к последней. Я для этого использовать буду крючок. И вот мы присоединяемся к этой первой нашей петельке и протягиваем через обе петли рабочую нить. Еще раз закрепим. Все, готово. Вот такой красивый рельефный эластичный край у нас получился. И теперь нам осталось обвязать проймы. И делаем мы это по тому же принципу, как мы обвязывали горловину. Нить я буду присоединять внизу проймы. Итак, протягиваем нашу первую петлю и поднимаем петли точно так же, как мы их поднимали на горловине. То есть вот здесь внизу по проймам мы смотрим по дорожкам и вытягиваем одну петлю из каждой дорожки. Потом, когда у нас начнутся кромочные, тогда мы будем вытягивать из кромочных и из перетяжек между кромочными. Вот здесь мы поднимаем одну петлю из протяжки, одну из кромочной. Вот сейчас у нас протяжка, теперь из кромочной.
Опять из протяжки, из кромочной и так далее. А еще одна подсказка для начинающих. Если у вас спицы не короткие, леска очень длинная и все петли невозможно распределить по ней, то делаем мы следующим образом. Делим все вязание как бы напополам и примерно, не столь важно, чтобы это ровно половина была, и вытаскиваем вот эту вот леску вот в том месте, где мы петли разделили. И дальше вяжем. И вот таким образом постоянно вытягиваем петлю из лески по мере того, как провязываем какое-то определенное количество петель. Здесь я провязываю тоже 8 рядов. Итак, наш жилет готов. Я обвязала обе проймы, закрыла петли точно так же, как я закрывала их на горловине. Вот такой жилет у нас получился. Теперь осталось только выполнить ВТО и спрятать все кончики ниток. Большое спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч!